Тэхён и Чингук никогда не притворяются кем-то другим. Они всегда показывают себя такими, какие они есть, самой драгоценной и чистой любовью, какая только существует. И на камеру, и когда никого нет рядом, их привязанность всегда кажется искренней, потому что они ведут себя естественно. Вне камеры они всегда очень близки друг к другу, показывая, как сильно любят друг друга. Их близость не ради внимания, это просто их способ выразить свои чувства без слов. Именно эта подлинность вызывает восхищение у многих, потому что они показывают, что настоящая любовь не требует притворства или игры. Их отношения – пример того, как два человека могут полностью посвятить себя своим чувствам, не боясь показать себя такими, какие они есть на самом деле. В аэропорту мы видим Тэхёна и Чингука очень близко друг к другу, когда они спускаются по лестнице, идя так близко, что кажутся почти одним человеком. Этот момент важен, потому что он показывает, что они больше не хотят скрывать свои чувства, позволяя всем увидеть ту близость, которую они разделяют. Несколько лет назад мы видели их и в другом аэропорту, когда Чингук очень нежно обнял Тэхёна. Казалось, он никогда не хочет отпускать его. То, как Чингук обнимает Тэхёна, показывает, насколько он его оберегает и как сильно любит. Эти моменты в аэропорту позволяют нам увидеть, какими они бывают в реальной жизни. Они показывают особую связь, которая их определяет. То, как Чингук обнимает Тэхёна, выглядит так естественно. Это как жест человека, который глубоко любит самого важного человека в своей жизни. Этот момент в аэропорту не единственный, который мы видели, есть много других, которые показывают, насколько особенны их отношения. Я помню, как одна девушка сделала фотографию, и Тэхён и Чингук оказались вместе в кадре, как всегда. На той фотографии Чингук так страстно обнимает Тэхёна, ясно, насколько комфортно им друг с другом. Они – самое безопасное и комфортное место друг для друга. Это как найти убежище, где ты знаешь, что будешь защищен. Их отношения похожи на безопасное убежище, место, куда ты приходишь с уверенностью, что никто тебя не обидит и о тебе позаботится. Фотография идеально передает их кажущуюся всегда близость, невероятную, спонтанную и полную чувства защищенности. Несколько лет назад в аэропорту произошел еще один особенный момент. Чингук подбежал к Тэхёну и положил голову ему на плечо, показывая, как сильно ему нужна была эта близость. Этот жест был таким нежным, выражая глубокую любовь и доверие, показывая, насколько безопасно они чувствовали себя друг с другом, позволяя себе быть уязвимыми без страха. Сцена была теплой и естественной, любой мог видеть, как сильно они заботятся друг о друге. Комфорт, который они чувствовали вместе, был очевиден в каждом движении, каждом взгляде, каждом прикосновении. Им не нужно было говорить ни слова, чтобы другие поняли, насколько особенными были их отношения. Тэхён и Чингук демонстрировали подобные взаимодействия в аэропортах на протяжении многих лет, всегда с неизменной привязанностью и близостью. Неудивительно, что мы снова видим их вместе в этих местах, сохраняющих ту же особую связь. Есть что-то невероятно трогательное в моменте, когда Чингук схватил Тэхёна за лямку рюкзака. Этот небольшой жест показал, что он не хочет отпускать, и передал чувство комфорта и безопасности. Этот естественный поступок выражал их потребность в постоянном физическом контакте, как бы говоря, «я здесь, поддерживаю тебя, защищаю тебя», а также «я перед тобой, я не позволю никому причинить тебе боль». Разница между Тэкуком и другими участниками всегда была ощутима, уровень их близости различен. Тэкук – это две чистые души, которые годами были друг для друга величайшими защитниками и опорами. Они были друг для друга самым безопасным и комфортным местом, вместе переживая все бури, никогда не бросая друг друга. Эта связь помогла им пережить трудные времена в карьере и личной жизни. Когда одному грустно, другой всегда рядом, чтобы поддержать. Их отношения отражают искреннюю преданность и привязанность, которыми многие восхищаются. В трудные времена поддержка Чингука для Тэхёна кажется еще более важной. Простые жесты теперь приобретают более глубокий смысл, демонстрируя защиту, заботу и постоянное присутствие. Связь между ними всегда очевидна, через язык тела, взгляды, улыбки и комфортное совместное пространство. Им не нужно много говорить, чтобы понимать друг друга. Небольшие жесты, легкие прикосновения, совместная прогулка, смех – все это отражает доверие, близость и стабильность. Тэхён и Чингук демонстрируют, что нашли друг в друге самое безопасное убежище.
Их отношения построены на заботе, поддержке и дружбе. Именно эта близость дает им силу, и именно ее многие ценят. В свете всеобщего внимания, давления и зачастую несправедливых голосов Тэхён и Чингук остаются рядом не из-за требований публики, а благодаря собственному выбору. Они выбирают заботу друг о друге, когда мир кажется слишком шумным. Бывают моменты, когда недопонимания возникают на расстоянии, когда эмоции фанатов превращаются в обидные слова. Такие ситуации напоминают нам о важности эмпатии, о том, что восхищение никогда не должно перерастать в ненависть. При любых обстоятельствах безопасность, уважение и человечность всегда должны быть на первом месте. Никакая любовь не рождается из угроз, никакая поддержка не возникает из гнева. Именно здесь присутствие Чингука становится еще более очевидным. Не как героя грандиозной истории, а как того, кто продолжает идти рядом с Тэхёном, держась на близком расстоянии, чтобы убедиться, что он не один. Небольшие жесты, такие как оставаться рядом с ним, идти в одном темпе или держать его за лямку рюкзака, теперь ощущаются как безмолвный, значимый язык. Язык, который говорит «мы вместе, несмотря ни на что». Эта близость не рождается из потребности во внимании, она рождается из привычек, которые формировались годами, из доверия, построенного медленно, из комфорта, который не нуждается в объяснении. В мире, который часто требует объяснений, они выбирают постоянство, выбирают простые действия, повторяющиеся ежедневно, потому что именно отсюда и берется спокойствие. Их язык тела остается неизменным как с камерами, так и без них. Нет никакой разницы в поведении, нет изменений в энергии, просто два человека, привыкшие находить друг друга в толпе. Когда один делает шаг, другой подстраивается, когда один замедляется, другой ждет. Эта синхронность не создается, она растет. Мы видим это в коротких взглядах, в легких улыбках, в том, как они делят пространство без неловкости. Все это передает чувство безопасности. Такие отношения не строятся за одну ночь, они выковываются со временем, через трудности, через дни, которые не всегда бывают легкими. Когда внешний мир кажется суровым, они возвращаются к тому же центру, к присутствию друг друга, к месту, где нет необходимости притворяться. Вот почему так много людей чувствуют искренность их близости, не из-за искусственно созданного сюжета, а из-за неизменного шаблона. Именно это постоянство делает их связь реальной, стабильной и крепкой. В конечном счете, история Тэхёна и Чингука – это не спекуляции, это не предположение, речь идет о том, как два человека создают друг для друга безопасное пространство. Они показывают, что близость не обязательно должна быть громкой, ее не нужно объявлять, ее нужно просто почувствовать. Эта защита не всегда принимает форму большого щита, иногда она проявляется в шаге, руке, которая остается рядом, в присутствии, которое не уходит. В мире, который быстро осуждает, они выбирают оставаться спокойными, оставаться вместе. И, возможно, в этом и заключается самый важный посыл. Любовь, в любой форме, построенная на уважении, заботе и доверии, всегда найдет способ выстоять. Тэхён и Чингук идут бок о бок, не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а потому что там они чувствуют себя в наибольшей безопасности. И пока эти шаги остаются синхронными, эта история всегда будет говорить по-своему, нежно, последовательно и содержательно.